Реклама мемкоина Wet as Pussy рэпершей Cardi B. История одного из самых скамных мемкоинов Squidcoin. Анита. Токен, который продвигали от имени Дрейка. Вы на канале Crypto.ru. Это 9-й криптоскандальный выпуск. Подпишитесь на канал, чтобы не пропускать новые видео. Cardi B – это имя, которое знают все, кто хоть немного следит за хип-хопом или поп-культурой. Настоящее имя – Белкалис Марленис Альманзар. В октябре прошлого года Карди попала в историю, которая удивила даже ее фанатов. Речь про криптовалютный токен WAP – Wet as Pussy. Все началось 8 октября, когда в ее X-аккаунте появилось видео. Карди рассказывала про новый токен, названный в честь ее хита 2020 года. Его запустили на блокчейне Solana, и на сайте проекта было все красиво. Фотографии Карди, ее музыка и призывы покупать монеты. Всего их было миллиард. И на старте одна стоила около четверти сол, примерно $38. Цена быстро пошла вверх, народ кинулся вкладываться, думая, что это очередной удачный проект звезды. Но скоро стало ясно, что что-то не так. Люди, которые разбираются в блокчейне, заметили странное. Почти все токены держали 200 кошельков. Эти кошельки скупали WAP, чтобы раздуть цену, а потом начался слив. Цена токена сначала взлетела, а затем рухнула на 60%. К середине октября токен стоил пару $, а к концу месяца вообще скатился до копеечных значений. Капитализация, которая в моменте была больше 15 миллионов, упала почти до нуля. В X начали писать, что это типичный pump and dump, накачка цены и сброс, а инвесторы остаются ни с чем. Потом всплыла еще одна деталь. WAP оказался связан с другим токеном – Andy. На сайте WAP ссылка на социальную сеть вела именно к Andy, а в телеграм-группах сидели те же админы. Andy также обещал золотые горы, и его цена также рухнула с 15 до 1 миллиона. Стало понятно, что за этим могут стоять одни и те же люди. А Карди, возможно, просто использовали как приманку. Мнения сообщества разделились. Одни говорят, что аккаунт Карди взломали, другие злятся, думая, что певица просто хотела быстро заработать. Компания Packshield, которая занимается кибербезопасностью, связала кошелек из видео с известным мошенником, но сама Карди молчит, и это только подогревает споры. В итоге скандал дошел до властей. В ОАЭ начали проверку, потому что деньги потеряли в том числе местные инвесторы. Регуляторы запросили у X данные про аккаунты, которые пиарили WAP. Ходят слухи про штрафы и даже уголовку. Это еще раз доказывает, что крипта от знаменитостей – штука рискованная. Даже Виталик Бутерин не раз говорил, что такие проекты – пустышки. Для Карди это не первый раз, когда она оказывается в центре скандала. Но она всегда умела выкручиваться. Ее откровенные треки и выходки только добавляли ей популярности. Но тут все сложнее. В крипте нельзя просто выпустить новый хит и забыть про провал. Люди, которые вложились в WAP, реально потеряли деньги и не собираются это спускать на тормозах. Что будет дальше? Будем следить вместе. И запомним важный урок. В крипте нельзя верить на слово, даже если за проектом стоит звезда. Пока одни продолжают гнаться за легкими деньгами, другие учатся проверять факты. Squidcoin – один из самых наглых и громких скам-проектов. Мемкоин, названный в честь сериала «Игра в кальмара», за считанные дни превратился из копеечной монеты в сенсацию. А потом также быстро рухнул, оставив 1000 людей с пустыми кошельками. Рассказываем о том, как хайп, жадность и анонимность блокчейна сыграли злую шутку с инвесторами. Как это было? Все началось в октябре 2021 года. Сериал «Игра в кальмара» от Netflix тогда был на пике популярности. Миллионы зрителей смотрели, как герои играют в детские игры на выживание. Кто-то решил воспользоваться ажиотажем и запустил токен Squid. Было заявлено, что он станет частью онлайн-игры, где можно зарабатывать монеты, как в шоу. Идея звучала просто и заманчиво. Купи дешевый токен, подожди, пока он вырастет, и сорви куш. Никаких сложностей, никаких заморочек. Токен стартовал 20 октября на PancakeSwap, децентрализованной бирже на блокчейне Binance Smart Chain. Сначала цена Squid была всего 1 цент. Доступна просто для всех. Но уже через пару дней она дико взлетела. К 26 октября $38, а к 1 ноября
2861 доллар за штуку. Рост на 286 тысяч % за 2 недели. Люди сходили с ума. В X писали про новый Dogecoin. СМИ вроде BBC и CNBC подхватили тему. Казалось, что Squid Coin – это билет в богатство. Инвесторы, особенно новички, вкладывали деньги не глядя. Но скоро запахло жареным. Те, кто купили токены, заметили, что продать их нельзя. На сайте Squid Coin объясняли, есть антидемпинговый механизм, чтобы цена не падала. На деле это был простой обман. Продавать можно было только через какую-то игру, где нужно покупать еще один токен – Marbles. Сайт проекта выглядел подозрительно. Корявый текст, ошибки в английском, белая книга, как будто школьник писал. Криптоэксперты начали предупреждать, но толпа, ослепленная хайпом, их не слушала. Утро 1 ноября стало не только пиком цены, но и концом. После взлета до почти $3000, через несколько минут стоимость токена обвалилась до 0,07%. Что случилось? Разработчики вывели всю ликвидность из пула на PancakeSwap и пропали. Это называется rug-pull, или выдергивание ковра из-под ног. Они забрали деньги и смылись. По подсчетам, было выведено около 3 300 000 долларов. Сайт исчез. Телеграм-канал опустел, аккаунтов в соцсетях как не бывало. Инвесторы остались с токенами, которые ничего не стоили. Пострадали более 40 000 человек. Один парень из Манилы вложил в Squid $1000, думая, что проект официально связан с Netflix. Другой пострадавший потерял 28 000, все свои сбережения. Люди были в шоке, кто-то просто плакал, кто-то пытался найти виновных, а некоторые даже после краха надеялись, что цена вернется, и продолжали торговать на копейках. Но чуда не случилось. CoinMarketCap еще до обвала предупреждал, что с проектом что-то нечисто, но это не помогло. Власти тоже ничего не сделали. В крипте поймать анонимных мошенников почти нереально. Позже в блокчейне нашли следы. Деньги ушли на несколько кошельков, а потом через миксеры их замаскировали. Кто стоял за этим, никто не знает точно. Скорее всего, небольшая группа мошенников, которая отлично знала, как работает хайп. Squid Coin стал символом безумия 2021 года. Периода, когда крипторынок просто кипел. Биткоин бил рекорды. Мемкоины вроде Dogecoin росли на твитах Илона Маска, а люди искали, куда бы вложить деньги. Squid идеально попал в эту волну. Дешевый вход, громкое имя, обещание легкой прибыли. Но за этим ничего не было, ни команды, ни идеи, ни игры. Только жадность создателей и наивность инвесторов. Спустя годы на PancakeSwap иногда торгуют остатками токена, когда цена скачет на пару центов. Но это уже просто спекуляции. Для многих это был дорогой урок. В мире блокчейна нельзя верить красивым словам, а для нечестных людей Squid Coin стал вдохновением. С тех пор такие раг-пулы стали обычным делом, но этот скам остается в топе. Наглый, быстрый и беспощадный. Anita Max Win. Анита. Это название токена, который в декабре прошлого года стал громким криптоскандалом. Его продвигали через взломанный аккаунт канадского рэпера Дрейка в X. И за считанные часы проект успел обмануть 1000 людей, принеся мошенникам миллионы долларов. История Анита – это типичный пример того, как хакеры используют имена знаменитостей, чтобы заманить доверчивых инвесторов в ловушку. Разберемся, как это произошло и почему сработало. Все началось в ночь на 14 декабря. Дрейк, рэпер с мировой славой, у которого больше 39 миллионов подписчиков в X, вдруг заговорил о новом мемкоине Анита. В его постах утверждалось, что токен создан на блокчейне Solana и связан с платформой Stake, где Дрейк уже давно сотрудничает как амбассадор. Название Анита отсылало к его мультяшному альтер-эго Анита Макс Уин, персонажу, который появился в рекламных кампаниях музыканта, и даже дал имя туру по Австралии и Новой Зеландии, запланированному на этот год. Посты выглядели правдоподобно. Там был адрес смарт-контракта, картинки с персонажем Анита Макс Уин и призывы покупать токен. Для фанатов, знающих про любовь Дрейка к крипте и ставкам, это не показалось чем-то странным, и цена Анита рванула вверх почти сразу. По данным Dex Screener, за несколько часов торговый объем токена превысил 5 миллионов долларов. Люди бросились скупать, думая, что это официальный проект от Дрейка. Рост был бешеным, стоимость выросла в 15 раз. Но в один момент все рухнуло. Цена токена упала на 99%, достигнув отметки меньше цента. Почему? Потому что это был классический раг-пул. Мошенники накачали цену, а потом вывели все деньги и пропали. Сайт токена исчез, аккаунт Анита в X забанили.
а посты со страницы Дрейка удалили. Но для тех, кто вложился, было уже поздно. Скоро стало ясно, что аккаунт Дрейка был взломан. Блокчейн-аналитик Зак XBT первым поднял тревогу, показав, что это не единственный случай, когда хакеры используют знаменитостей для таких афер. Тысячи людей потеряли деньги. Кто-то вложил пару сотен, а кто-то, по слухам, и десятки тысяч. Точная сумма потерь неизвестна, но торговый объем в 5 миллионов говорит сам за себя. Мошенники явно хорошо заработали. Почему Анита так легко обманула людей? Во-первых, имя Дрейка. Он не просто звезда, а человек, который уже связан с криптой и азартными играми. Его партнерство со Stake – реальный кейс, и рэпер не раз публиковал посты про биткоин и свои выигрыши. Хакеры это знали и сыграли на доверии масс. Во-вторых, название токена. Анита Макс Уин – это не просто случайное словосочетание, а бренд, который Дрейк активно продвигает. Плюс тур с таким же именем уже был запланирован. Все выглядело как часть маркетинговой кампании. И в-третьих, скорость. В крипте все решает часы, а то и минуты. Люди увидели посты, поверили и побежали покупать, не проверяя. Это не первый случай, когда аккаунты звезд ломают ради криптоскама. Все эти случаи объединяет одно. Мошенники берут известное имя, добавляют немного правдоподобия и ждут, пока толпа клюнет. И она клюет, потому что в крипте многие хотят быстрых денег и не любят лишних вопросов. Кто же стоит за Анита? Точно неизвестно. Хакеры хорошо заметают следы, деньги ушли через миксеры, а личности скрыты за анонимностью блокчейна. Есть версия, что это могла быть та же группа, которая взламывала другие звездные аккаунты. Например, месяцем ранее некто Серпент, бывший киберспортсмен, был связан с атаками Ушер и Виз Халифа. Он же мог приложить руку к Дрейку, но доказательств пока нет, только домыслы. Хотя по факту Дрейк тут ни при чем. Для него это, конечно, удар по репутации. Его команда пока молчит. А что с криптосообществом? Анита стал еще одним напоминанием, что в этой игре нельзя верить никому. Даже если постит сам Дрейк, это не значит, что инфа сотка. На этом все. Смотрите наш прошлый выпуск «Криптоскандалов», в котором мы рассказываем про взлом Bybit на 1,5 миллиарда, про темную сторону наследия биткоина, про Дональда Трампа и стратегический биткоин-резерв США. Поставьте лайк, если видео вам понравилось. Пока!